Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Всевышний Аллах предписал мусульманам поститься в месяц Рамадан. Аллах в Коране говорит: «Шахру Рамадан аллади унзиля фихи Кур'ан». Месяц Рамадан, в который был ниспослан Коран. И дальше в аятах Аллах субхану ва тааля говорит: «Фаман шахида минкуму шахра фальясумху». И тот, кто застанет этот месяц, пусть постится в нем. Пост, ураза – это обязательное поклонение для каждого мусульманина, который достиг совершеннолетия, не является путником, не болеет, или то есть женщина, то есть может не поститься женщина, которая находится в состоянии месячных кровотечений или послеродовых кровотечений. Остальные все должны поститься. Поститься перед Аллахом субхану ва тааля ради довольства Аллаха субхану ва тааля. Определением поста являются слова: это удержание, пост это удержание от всего, что портит пост, от зари до заката солнца. Что же портит пост? Первое – это еда. То есть человек, любой вид еды, если человек размером с горошину проглотил что-то внутрь, даже если это не является едой, проглотил таблетку, проглотил какое-то лекарство, выпил какое-то лекарство, это является тем, что портит пост. Второе – питье, то есть любой вид питья. Третье – это совокупление со своей женой, даже если не вышла сперма. Это является запрещенным, и человек обязан после этого, после Рамадана, 60 дней поститься каждый день в искуплении этого греха. Следующее, что запрещено во время Рамадана, это мастурбация. Мастурбация во время Рамадана тоже запрещена. И человек должен поститься вместо этого дня другой день после Рамадана, но на нем не является обязательством исполнить кафара, то есть исполнить искупление этого греха 60 дней поста. Следующее, что запрещено во время поста, это висаль, то есть продолжительный пост. Когда человек постится, не кушает ифтар, не кушает сухур и заходит снова в пост. Пророк саллаллаху говорил: «Иякум валь висаль». Ни в коем случае не прибегайте к висаль, то есть к этому продолжительному посту. Хотя сам посланник Аллаха саллаллаху продолжительно держал пост, но он говорил, что Аллах кормит меня и поет. Следующее, что запрещено во время Рамадана, во время дня Рамадана, во время поста, это сквернословие, это сплетни и другие какие-то обзывательства и так далее. То есть все скверные слова. Посланник Аллаха саллаллаху сказал: «Ида кяна яуму сауми ахадикум фаля ярфус валя юфсук валя исхаб». То есть человек, когда постится, не кричит, не сквернословит и не ругается. Но это не портит пост, но умаляет его награду. Следующее, что запрещено, это использовать уколы или же капельницы, которые подпитывают тело, то есть дают телу силу для жизни, то есть какие-то питательные вещества. Это запрещено. Те же уколы или же даже капельницы, которые не являются питательными, а лишь лечебными, они дозволены во время Рамадана. Следующее, что запрещено, это курить во время поста. Курить во время поста – это то, что портит пост. Теперь хотелось бы сказать несколько слов о том, что не портит пост. Первое – это целовать, обнимать свою жену, если не случается выхода мани. Даже если выходит смазка мази, у человека пост не портится. Следующее, что можно, это принимать душ, принимать ванну и даже ходить в баню во время Рамадана. Если это, конечно, не ослабляет человека, то есть человек пошел в баню, его ослабило, но пост у него не испортился. Это просто является нежелательным. Пост не портит, значит, купание, принятие ванны и даже купание в реке. Следующее – это полоскать рот и нос, не чрезмерствуя в этом. Не портит пост. Потому что тахарат человека, то есть омовение человека, человек должен, даже является обязательным прополоскать нос и рот во время омовения. Также не портит пост хиджама. Хиджама, или если человек, например, сдает кровь, или же занимается донорством во время Рамадана. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил себе хиджаму, даже находясь в посте. Следующее, что не портит пост, это когда человека вырвало, то есть непреднамеренно. Человек вырвал непреднамеренно, это не портит пост. Если же человек специально добился рвоты, иншалла, ему этот день нужно передержать потом. Не портит пост проглатывать свою слюну. То есть если человек, конечно, не специально это делает, но даже если специально делает, это является нежелательным. Не специально проглатывать слюну во время Рамадана дозволяется. Также не портит пост, если человек
в дневное время Рамадана лег спать, и во сне у него случилась полюция, вышла сперма. Это не портит пост. Не портится пост, если человек лечит зубы или вырывает зубы. Также не портит пост, если человек использует капли для носа. Если эти капли не проникают в носоглотку, то есть не проникают внутрь. Также если использует спрей для носа, если спрей не проникает ниже в носоглотку. Дозволяется во время поста пользоваться каплями для глаз или каплями для ушей, потому что они тоже не попадают внутрь. Также есть спорный вопрос по поводу ингалятора во время Рамадана. Но большинство ученых считают, что пользоваться ингалятором во время Рамадана является дозволено. Почему? Потому что оно не проникает, во-первых, внутрь. Во-вторых, даже если проникает, то очень маленькое количество, и это не является едой. Это то, что не портит пост. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет наши посты, примет от нас наше поклонение и сделает нас знающими в нашей религии.